我要美杜莎，修罗审判。小舞是我的，去吧，佛怒火莲。Легендарное противостояние двух величайших героев Дунхуа – Сяо Янь против Тансана. Главный герой расколотая битвой Синева Небес против главного персонажа боевого континента. Это очень интересное сравнение силы, способностей и других ключевых моментов. А это видео вышло исключительно благодаря поддержке двух подписчиков. Спасибо Асадула и комиссар Шлепа за то, что заказали на Бусти этот ролик. Кстати, если у кого-то из вас есть желание, то можно заказать абсолютно любое видео по любому Дунхуа. Итак, мы рассмотрим, точнее постараемся рассмотреть, кто же сильнее, Тансан или Сяо Янь. Ведь поскольку это совершенно разные произведения с разными мирами, очень сложно это сказать наверняка. Кто-то бы даже сказал невозможно. Вот если бы эти два автора решили создать кроссовер и написать, что бы произошло, если бы кто-то из них, будь то Тансан или Сяо Янь, внезапно попал во вселенную другого, в этом случае нам показали бы видение самих авторов. Поэтому мы будем исходить из тех сил персонажей, что описываются в оригинале, и сравним их друг с другом. Но скажу наперед, оба героя являются крутейшими в своей вселенной. И действительно вопрос очень любопытный. Кто победит в поединке на пике? Это схватка между Тансаном из боевого континента 5 и великим правителем Сяо Янем. Хотя на самом деле в пятой части Тансан потерял свои силы и лишь позже вернул. То есть эти персонажи находятся в финале своей истории. Напишите в комментариях заранее, к какому варианту вы больше склоняетесь. Это самый частый спор среди фанатов китайских новелл. Сравнивать их сложно, так как системы сил в расколотой битве Синевой Небес и боевой континент сильно различаются по масштабу. Если с Тансаном на уровне бога мы уже знакомы, ведь в финале Дунхуа боевого континента мы видели его сражение как двойного бога против Бибидун и Тяньрэньсюя, то Сяо Яня еще нет. Поэтому о каком этапе развития Сяо Яня мы говорим? О том, кто мог создавать взрывы пламени размером в несколько километров? О том, кто обладал огнем, способным расплавить целый горный хребет, превратив его в песок и стекло, благодаря жару, вырывающемуся из другого пространства? Или о том Сяо Яне, который мог в мгновение ока преодолеть миллиарды километров и уничтожить целые миры щелчком пальца, если бы захотел? Если рассматривать их именно на пике силы в финалах оригинальных новелл, сравнение выглядит более сбалансированным и уже не столь однозначным. Сяо Янь в конце расколотой битвой Синевы Небес достигает уровня Доуди, Императора Пламени. Это абсолютная вершина его мира. На этом этапе он выходит за пределы обычной культивации и становится существом почти божественного масштаба. Его контроль над 23 сущностями небесного пламени позволяет ему управлять самой природной энергией, сжигать пространство, искажать законы и создавать разрушительные техники вроде огненных лотосов, способных стирать армии и изменять ландшафт целых континентов. Его тело достигает почти идеальной регенерации, а пространственные разломы для него перестают быть преградой. По чистой разрушительной мощи и объему высвобождаемой энергии он демонстрирует масштаб, охватывающий целые регионы и потенциально мир. Но и это не предел, ведь будучи Доуди, он перешел в мир Великой Тысячи, где достиг еще больших высот. В Великом Правителе подтверждается, что Сяо Янь поднимается еще выше, достигая уровня Небесного Высшего, что выводит его на уровень существ, способных защищать и контролировать огромные звездные миры. Это существенно расширяет масштаб его силы за пределы одного обычного мира. Тансан в финале первой части боевого континента становится двойным богом, объединяя в себе титулы морского бога и асуры. В системе своего мира это высший уровень. Его сила уже не просто энергетическая, а концептуальная. Как бог Асуры, он связан с понятием суда и убийства, что дает ему способность подавлять других богов и игнорировать многие виды защиты. Его божественные артефакты, трезубец морского бога и меч Асуры, действуют на уровне законов и концепций, а не только энергии. Он может подавлять волю противника, воздействовать на душу и сущность, а не только на физическую оболочку. Разница между ними
проявляется в природе силы. Сяо-янь – это концентрированная разрушительная мощь и колоссальный энергетический масштаб. Его атаки – это взрывы материи и пламени, стирающие пространство. Тансан – это стратег, работающий на уровне концепций, подавления, контроля и божественных законов. Если оценивать исключительно разрушительную силу и объем доступной энергии, преимущество действительно склоняется в сторону Сяо-яня. Его пиковые техники по масштабу разрушений выглядят более грандиозно. Однако, если учитывать концептуальность силы, подавление, духовное воздействие и возможность атаковать саму сущность противника, Тансан остается крайне опасным соперником. Второй момент. Какой ущерб мог нанести Сяо-янь или Тансан? Говорилось ли об этом в точных единицах, километрах, световых годах или прочее? Но если говорить исключительно о выживаемости, то, вероятно, Тансан, существо из пятого измерения, мог бы превзойти Сяо-яня в этом аспекте, поскольку автор обновил свою теорию размерностей. Существо из четвертого измерения могло наблюдать за другими временными линиями, или точнее только за своим прошлым и будущим, но не могло вмешиваться в них. Это похоже на то, как мы смотрим сериал. Можем пропустить серию и перейти к любому моменту, но не можем изменить ход событий в самой серии. Существо из пятого измерения может вмешиваться в события своего прошлого. Например, если человек тонет и вот-вот умрет, он может отправиться в прошлое, чтобы изменить свою судьбу. Но результаты его действий будут непредсказуемы. Возможно, он все равно утонет, даже после всех изменений, а может быть и не утонет, даже если ничего не предпримет. Существо из шестого измерения полностью понимает законы других параллельных временных линий. Именно это отличает его от существа из пятого измерения. Существо из пятого измерения может вмешиваться только в себя в параллельной временной линии, но не в план другой временной линии. Однако существо из шестого измерения может изменять законы других временных линий. Но есть и предел. Его действия должны быть совершенно разумными. Например, он может изменить свойства воды, сделав ее тяжелее, но он не может вносить очень существенные изменения, которые в значительной степени повлияют на судьбу этой временной линии, такие как истребление целой расы в этой временной линии. То есть его действия должны быть совершенно разумными по отношению к плану самой временной линии, а об измерениях еще выше нет смысла говорить. Что касается Сяо-яня, то я не нашел информации, к какому измерению его можно было бы отнести. Тансана можно описать более могущественным в техническом плане, поскольку он, как утверждается, является существом из пятого измерения. Но если говорить о боевом опыте, то Сяо-янь может превзойти его. Он сражался и выживал с самого начала, адаптируясь к испытаниям крови и огня. Тансан, с другой стороны, больше полагается на тактику и подготовку. Он стратег, всегда планирует на 10 шагов вперед. Так что, хотя Тансан может победить за счет технических приемов и уловок, на мой взгляд, Сяо-янь лучший боец. В любом случае, оба лучшие в своих жанрах, в этом нет никаких сомнений. Итог зависит от критериев. По чистой разрушительной мощи и энергетическому размаху фаворитом выглядит Сяо-янь. По уровню концептуального контроля, божественной иерархии и тактической гибкости Тансан не уступает и в ряде сценариев может даже иметь преимущество. А теперь рассмотрим реальные сухие факты о каждом персонаже, их оружие, навыки и способности. Тансана из серии «Боевой континент» на пике сил, показанном в пятой части, и Сяо-яня на пике сил, достигнутом в продолжении «Великий правитель». Божественный статус. Тансан. Пик 12 ранга. Великий император монстров / бог первого класса. Также указан как бог-король в рамках Великого круга богов и официально является морским богом. Обладает божественным сознанием уровня божественного источника и выше. Сяо-янь в Великом правителе. Великий правитель. Входит в число 3 хранителей мира Великой Тысячи, наряду с Линьдуном и Мученом. Абсолютный пик культивации в данной вселенной, позволяющий повелевать волей всего сущего. Происхождение и сама основа. Тансан – перерожденец, притом несколько раз. В прошлой жизни был верховным богом-королем. Обладает памятью и опытом 2 жизней. На пике в боевом континенте вернул себе полную память и способности, усилив их новыми знаниями мира Фалань. В его теле находятся метки различных могущественных кровных линий. Сяо-янь. Гениальный алхимик из клана Сяо, прошедший путь от отброса до властителя мира. Основа его силы – пламя, в частности, эволюционировавшее божественное пламя, на основе слияния множества видов небесного пламени, позволяющее сжигать все, включая пространство и законы.
Далее мы поговорим об оружии и способностях, но уже в следующем видео. На этом мы, пожалуй, остановимся, так как ролик и так получился большой. Как видим, пока мы еще не можем точно сказать, кто сильнее. В следующем видео мы поставим точку в этом вопросе. А пока напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте много лайков, чтобы вышло продолжение, и всем пока.